Итак, вы решили разработать свой IT-продукт. Стартап это или внутренний продукт, или автоматизация для вашего бизнеса. Так или иначе, рано или поздно встает вопрос, как же оценить его качество. И хорошо бы тут некоторые вещи понимать еще до того, даже как вы начнете переговоры с вашими потенциальными исполнителями на эту работу. Каждый из них будет наперебой гарантировать, что вот у них получится самый крутой код, самое крутое решение, самое качественно выполненное по сравнению с остальными. Но давайте по порядку разбираться, а как же это проверять. Приветствую вас, дамы и господа, и это Coffee Break про IT для вашего бизнеса и про автоматизацию за наши успехи. Я в бизнесе и в услугах вокруг него уже больше 10 лет, и у меня есть печальный опыт того, как я провалил собственный стартап когда запускал. Но тогда я решил, что пойду и всему обучусь сам. В итоге 6 лет. У меня опыт работы программистом, в том числе и по найму, и как фрилансер, и как студия. И теперь я могу для вас на нашем с вами предпринимательском языке рассказывать всякие тонкости и нюансы, которые хорошо бы знать, прежде чем в эту нишу влезть. Подписывайтесь на канал, нас с вами, наверное, не так-то и много, кто подобный контент вообще будет потреблять, кому это интересно. Лайками поддерживайте обязательно видео, так вы смотивируете меня еще больше их выпускать. И в комменты обязательно задавайте ваши вопросы, потому что если вы мне их будете задавать, я буду знать хотя бы на что отвечать. И где вопросы вот реально такие тоненькие, сложные, которые надо было бы подсветить. А сегодня же наша тема, что такое качество продукта, IT-решения. И давайте разбираться. Ключевая проблема, которую мы сегодня с вами решаем, как же вообще возможно оценить качество разработанного продукта. В нашем с вами мире победившей рекламы люксовые товары порой не отличаются каким-то качеством. Но тем не менее, если говорить о какой-то условной машине, автомобиле, например, да, там можно посмотреть зазоры между различными деталями, как оно все щелкает, открывается, как ездит, можно потестировать и примерно понятно, что от этого ожидать. Если вы водитель с опытом, например. А что же касается программного продукта, то если у вас нет прям глубокой экспертизы и опыта в оценке какого-то внутреннего качества продукта, то максимум, что вам светит, скорее всего, это также покликать, какие-то кнопочки понажимать, переходить по экранам приложения, проверить, как оно выполняет заявленные функции. В больших командах разработки, когда они уже собраны из всех нужных специалистов, эти проблемы уже в некотором роде решены. И в видео про состав команды разработки и бизнес-процессы в команде разработки я рассказываю, как, например, удалось решить проблему, что менеджер может контролировать качество реализованной задачи, не разбираясь сам в том, что такое код, какой код качественный, и вообще может не понимать особо эту предметную область. Поэтому после этого видео в предложках ссылки на них будут, на эти видео, можете тоже посмотреть. Итак, что же такое качество продукта? Начнем с такого понятия, как качество кода. Возможно, вы о нем слышали, возможно, вы даже слышали такое слово «говнокод», которое любят использовать программисты по отношению к коду, который написали не они, а написал кто-то до них, например. И вот в чем проблема-то, как, собственно, вообще оценивать это качество кода, как понять вообще, говнокод это или не говнокод. И у этой проблемы нету на самом деле легкого решения, потому что даже опытные, матерые программисты часто не могут, особенно вот так вот сходу и быстро, когда код чужой, оценить вообще, насколько он качественно написан. Да, там есть какие-то маркеры, где ты можешь понять, что вот здесь можно было бы явно сделать лучше, но тем не менее, это тоже все такое довольно относительное понятие. И там нету шкалы, что вот такой вот должен быть идеальный код. Там код можно очень по-разному написать, и он и так вроде будет хороший, и так вроде будет плохой. Вот. Вторая тут проблема в том, что если вы отдаете на аутсорс, на разработку такое решение, то когда вы будете принимать продукт, скорее всего, можете даже не заморачиваться там про качество кода, потому что вам-то его, конечно, будут обещать, но вам его будут обещать только потому, что знают, что вы никак это не проверите. А условно кнопочка, как нажимается плавно или не плавно, это как бы не от качества кода зависит, хотя забегая вперед, это как раз вы проверить и можете. И чтобы не накошмаривать в данном пункте, тоже стоит понимать, что вы разрабатываете вашу первую версию продукта, условную MVP, если не знаете, что такое MVP, видео есть, минимально жизнеспособный продукт. Можно это назвать еще прототипной версией продукта. И в целом, на самом деле, на этом этапе даже заморачиваться о качестве кода, скорее всего, не нужно. То есть лучше сэкономить деньги и отдать это разрабатывать кому-то, кто не будет вам обещать, что код будет супер крутой, супер хороший, чем прям пытаться получить качественный код, который вы все равно не сможете проверить, что он качественный или нет. Так что, резюмируя, я думаю, что этот параметр можно просто опустить как невозможный для оценки в ситуации, когда вы не являетесь техническим специалистом, а иногда и даже когда являетесь. Раз уж я упомянул, следующий пункт как раз таки пресловутая плавность нажатия кнопочек. То, что вы явно
однозначно можете оценить, это вы можете пробежаться по интерфейсам продукта, нажимать на кнопочки, переключать переключатели, повводить текст. И если вдруг вам кажется, что что-то работает как-то кривенько, неотзывчиво, и вы вообще не понимаете, что происходит, то, скорее всего, оно именно кривенько и неотзывчиво и работает. И стоит это написать как косяк и отдать в список замечаний на доработку. Следующий, самый, наверное, важный пункт, который можно проверить, это работоспособность продукта. И еще до начала разработки вашего вот этого MVP прототипа у вас уже должно быть составлено техническое задание. В техническом задании вы его в процессе, конечно, будете дорабатывать, но оно у вас всегда должно быть где-то под рукой. В техническом задании должно быть перечислено, какие функции есть, как они должны работать, откуда, куда вы там переходите, с какого экрана, что должно происходить при нажатии чего-то там, если введено, если не введено. Ну вот это вот все. Разумеется, вы, когда получаете обратно свое решение разработанное, должны еще и проверить. Кроме вас это сделать некому. Конечно, чтобы не получать прям кучу какого-то функционала, непонятно как работающего прямо в конце, лучше это делать поэтапно, на каждой реализованной фиче, то есть сделали какую-то фичу, протестировали, проверили. А чтобы более просто вам это было делать, можете попросить, чтобы разработчики, которые это делают, проводили прям презентацию, чтобы они вот при вас, вам же показывали, как оно работает. Либо вы сами могли потом это повторить, либо могли составить какие-то замечания уже по тому, как вам это показали. Следующий показатель качественной разработки вот для вас конкретно — это описание того, как все работает, или другими словами, документация, спецификация. Я уже говорил о том, что у вас должно быть техзадание на старте, да, только что. Так вот, техзадание по ходу разработки превращаться должно в документацию. Документация — это такой талмуд, понятно, в онлайн таком варианте, в цифровом, где по каждой фиче, вот, собственно, все расписано, как она реализована, там, возможно, есть какие-то сравнения технических решений и объяснения, почему было выбрано одно конкретное. Так как мы говорим о продукте, о цифровом, то там должны быть описаны инфраструктурные решения и требования, то есть как вы должны его там деплоить. Если, кстати, в терминах путаетесь, есть отдельное видео, где там часть терминов я разбираю, и подобные видео тоже еще будут появляться, разумеется. Так вот, в документации все должно быть описано прям максимально, досконально и подробно. Для чего это очень важно? Для того, что даже если на словах вам объяснили, как что работает, то забудьте вы, скорее всего, действительно забудете, как только пройдет какое-то там короткое время. Но и когда вы будете отдавать на доработку или там нанимать своих программистов условно на доработку продукта, без документации они у вас сойдут с ума, просто там разбираясь в том, как все устроено. С документацией же, наоборот, можно пойти по ней прочитать все, и потом ты заглядываешь в код, и ты просто видишь отражение этой документации. Разумеется, если все правильно сделано. И стоит сказать все-таки пару слов о том, как технически-то вообще оценивать реализацию решения. Если вдруг у вас есть технический специалист, или доступ к такому специалисту, пусть даже на какое-то время, чтобы помочь вам, с приемкой реализованного продукта. Здесь что обычно рассматривают? Рассматривают, во-первых, конечно, безопасность. Безопасность, с одной стороны, вроде как понятно про что, этот вопрос, но с другой стороны, для оценки это довольно сложно. То есть специалисты, именно безопасники, они очень дорогие, и то большие уже компании на каких-то своих таких высоких этапах развития, когда у них уже есть оборотка и деньги, чтобы их привлекать, они привлекают целые команды аудита, которые начинают их досконально проверять с точки зрения безопасности, причем от самого продукта и там до внутренних инфраструктурных каких-то решений. То есть не может ли кто-то у них там из команды условно украсть боевую базу данных, на которой там лежат все пользователи. На старте же и на каких-то первых шагах разработки безопасность обычно подразумевает, что нужно просто максимально порезать количество фич. Я уже говорил, про MVP, минимально жизнеспособную версию продукта. И это хотя бы снизит риск ошибок, которые позволят злоумышленникам сломать ваш продукт или там получить доступ какой-то несанкционированный к его функциям. Второй важный здесь параметр, конечно, качество кода. Я хоть и говорил, что его сложно оценивать, но в целом оценивать-то его можно. То есть хороший код, он правильно структурирован, написан так, что ты его понимаешь даже без документации и без комментариев часто. И обычно он разработан по какой-то общепризнанной методологии, то есть каждому, понятно, хочется написать как-то там из своей головы, но есть методологии, и когда по ним пишешь, другой программист, который понимает эту методологию, он может прийти и понять сходу быстро, что где находится и как оно вообще работает. Хороший код вообще важен для чего? Для того, что он увеличивает отказоустойчивость продукта, то есть там меньше шансов накосячить, если ты код хорошо, понятно видишь, как он работает. Также его гораздо проще дорабатывать, потому что когда код хорошо структурирован, каждую новую фичу припилить, это чуть-чуть проще, чем когда он плохо структурирован, когда еще придется его переписывать 10 раз. Опять же, привлекая новых специалистов, у них этот порог входа в продукт гораздо ниже, когда код хорошо написан.
Также полезное решение и хороший такой параметр для оценки качества разработки — это написание тестов и автоматических конкретно тестов. Что это такое? Это процесс, когда вы, например, выпускаете новую версию вашего приложения, то есть вы ввести какие-то изменения, у вас есть ручные тестировщики, да, которые руками все это прощелкивают, чтобы оно работало, а есть автотесты, которые в автоматическом режиме, они прогоняют ваше приложение и проверяют, работоспособно ли оно, и не сломались ли какие-то прям ключевые главные моменты, которые, собственно, можно проверить таким автоматизированным способом. Хороший код должен быть покрыт тестами. Другой вопрос, что очень часто на тестах экономят время, силы, и на моей памяти не было ни одного продукта, где бы прям все железобетонно было покрыто этими тестами. Если вдруг что-то понятно, что-то непонятно и есть какие-то вопросы, внизу под видео есть мои контакты, переходите, там написано, как я работаю, с кем, за сколько, обращайтесь, и я вас либо проконсультирую, либо помогу где-то даже в разработке, или, возможно, какую-то часть работы возьму на себя со своей небольшой командой. Резюмируя сегодняшнюю тему, как мы можем решить проблему оценки качества в разработке технических решений? Во-первых, я советую, исходя из того, что я уже описал, просто пропускать хотя бы мимо ушей эти рассказы про качественный код, когда вы будете ходить и искать подрядчика на разработку. Потому что, разумеется, если вы это не можете оценить никаким образом, да, то какая разница, что вам там обещают. И если за это хотят больше денег, возможно, оно того и не стоит. Во-вторых, здесь важная мысль в том, что мы говорим о первой версии продукта, об MVP или прототипной версии продукта, минимально жизнеспособной версии продукта. Здесь стоит правильно расставить приоритеты. И, скорее всего, у вас в приоритете будет именно экономия на стоимости разработки и высокая скорость доставки этого тестового решения до рынка, чтобы, просто не упустить свою возможность. Поэтому я бы даже не просто пропускал мимо ушей, а в принципе не делал ставку на то, что вам нужно прямо здесь сейчас гарантированно суперкачественный код получить, суперкачественное решение. Однажды, если тема полетит, если бизнес выстрелит, бизнес-модель покажет себя состоятельной, вы доработаете этот код, перепишите, все равно, забегая вперед на какие-то другие видео, все стартапы, они еще 150 раз переписываются внутри себя или вообще остаются кривыми, и им это не мешает зарабатывать деньги. Поэтому я просто не парился сильно, особенно в начале, о качестве кода, по крайней мере, и технических решений, которые, сложно оценить, и вообще не всегда понятно, как и кем оценивать. Да, нет ничего проще, чем решить свои задачи, связанные с IT-разработкой или автоматизацией для вашего бизнеса, чем обратиться ко мне. Контакты внизу в описании. У меня есть своя небольшая команда, где-то мы можем помочь с разработкой, где-то я могу проконсультировать или помочь с решением каких-то ваших вопросов. Если нравится такой формат, нравится тема, то поддержите обязательно лайком в комменты. Если напишите ваши вопросы, будет супер замечательно, потому что я буду знать, о чем вам рассказывать. Если вдруг кофе еще остался, то вот вам предложка, что можно посмотреть дальше, чтобы продолжить кофе-брейк. И с вами был Артем Галухин. Все про IT-автоматизацию для вашего бизнеса. И пока.